Всем привет, друзья! Сегодня у нас в гостях админ русскоязычного чата Mobox Шади. Многие из вас его знают, но от себя добавлю, что это лучший админ из тех, что я когда-либо видел в чатах русскоязычных или англоязычных. Всегда поможет, всегда ответит. Если сам не знает ответ, напряжет англоязычных своих коллег. Так что встречаем. Шади с нами, ссылочка на чат, как обычно, будет в описании. Добавляйтесь, у нас там очень дружелюбная комьюнити. Итак, Шади, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, расскажи, Шади, как у тебя вообще дела, как запуск метавселенной, там не разорвали ли тебя в чате? Ой. Разорвали меня со всех сторон абсолютно, что в чате, что в админ-чате, то есть разрывают со всех сторон. Работы очень много, поэтому не всегда есть возможность сейчас отвечать, особенно когда пишут в личку, да, многие хотят ответ уже и сейчас, но придется потерпеть, потому что у нас, во-первых, и комьюнити выросло, ну, грубо говоря, по статистике на 25% за последнюю неделю. А Ну, хороший прирост. именно русскоговорящее комьюнити, да. Поэтому прошу терпения, спокойствия, все узнаете, всем отвечу, все сделаем. Ну и вообще в целом, я думаю, вот эта запись как раз-таки для того, чтобы ответить на все вопросы, которые есть у людей, и потом сделать стрим, и там уже более конкретно ответить на вопросы, на которые не ответили вот в этих записях, что мы будем с вами делать. Да, друзья, в этом видео мы вот подготовили вопросы, которые вот, очень часто встречаются, как раз и мне в личку пишут, и в чатах встречаем. Сегодня мы попробуем на эти вопросы ответить, показать, рассказать, что уже есть, чего еще нет и так далее. А в воскресенье где-то примерно планирую, да, стрим сделать, постримим, пообщаемся, походим по карте, может быть, даже где-нибудь там соберемся, Момоверс, сделаем, так сказать, селфака все дружно. Ну, это будет отдельный анонс, а сейчас давайте начнем. Ну, начнем, наверное, вкратце про лотерею, которая у нас сейчас в годовщине. Вот я ее сейчас открою. Многие не знают, может быть, кто-то знает, что в годовщине лотерея. Шади, расскажи вкратце, что за лотерея, вообще для чего она, какие призы тут? Ну, в целом, лотерейка, как и всегда, на всех ивентах, которые проводит Mobox, да. Сейчас я сам ее у себя открою, чтобы мне было проще. Вот. Секунду. Вот. Нужно выполнять определенные задания, то есть открывать боксы, поднимать уровень своим МОМО, то есть апгрейдить их, использовать Мэки для апгрейда, покупать, продавать Мэк, то есть стейкать, например, боксы для Vimo бокса. То есть за все вы получаете очки, и за эти очки уже у вас будет шанс, например, ну, во-первых, это получить либо Mac, либо боксы. И плюс еще будет шанс, конечно же, получить настоящую редкую коробку, то есть настоящий МОМО, который вам отправят по почте, либо две коробки с легендарными МОМО, которые, ну, точно так же придут вам по почте. Вы отсканируете их QR-код приложением Mobox, и она у вас отобразится в вашей ферме, а сама игрушка у вас останется просто как сувенир. Можете ее сфотать и выложить в чат, показать, что вы на самом деле Ну очень да, крутой. если есть такая возможность. Просто кто выиграл в прошлый раз, на прошлом ивенте, есть люди, которые еще до сих пор не получили, потому что из-за данной ситуации, что у нас произошла, к сожалению, да, большому, почты сейчас не все работают, поэтому не все еще дополучили свои коробки еще с того ивента, потому что вот эти все авиаперевозки сейчас, можно сказать так, заморожены.
Понятно. Ну, по лотерее, наверное, все. От себя добавлю, что я лично думаю по этому поводу. Ну, я думаю, что это хорошая возможность для тех, вот, кто только-только входит в проект. Вот прям для них отличная возможность. Потому что, например, здесь есть за стейкание 1000 боксов на 3 года, это как раз получите 15 тысяч вембоксов, дадут вам вот эти очки, которые можно поменять на коробку. Но даже там, если редкая легендарка не выпадет, ну, все равно какие-то там утяжительные призы получите, своего рода, так сказать, сразу компенсация за вход, да, ну, когда я входил, например, такого ничего не было, никаких компенсаций не давали, все платил по полной, поэтому для старожилов, я думаю, эта акция не очень такая интересная, да, потому что там, ну, вот 200 очков для меня, например, набрать очень тяжело, потому что я, ну, как бы не планировал это все делать, вот, а те, кто начинают, и вот сейчас думают входить, это, конечно, вот такая неплохая компенсация. Давайте двигаться дальше, друзья. Второй вопрос, который хочу задать. Сокращение майнинга или халвинг, как его называют, вот сократили его вдвое. Шади, скажи вообще, для чего это было сделано? Какие вообще цели команда проекта преследовала при этом? Ну, Вот с этой точки зрения. халвинг, он был запланирован еще с самого начала э, запуска платформы, да, то есть он будет происходить ежегодно, халвинг, чтобы вы понимали, да, то есть каждый год будет увеличиваться, уменьшаться количество добычи в шахте. Для чего это сделано? Ну, это сделано, если кто-то сталкивался, например, с тем же обычным майнингом биткоина, например. Там точно так же происходят халвинги, где уменьшается количество добычи. Для чего это делается? Делается это для того, во-первых, чтобы поднять стоимость проекта, это раз. Потому что фермы большие у всех, если оставить все на тех же уровнях, да, хотя бы если будет вот такая же добыча, то большинство людей просто пользуются вот майнингом как банкоматом, да, то есть они не перезаходят, да, там не покупают еще МОМО, да, там не играют в игры, а просто как банкоматом пользуются, выливают все в рынок и все. Ну, это не очень хорошо вообще для проекта, да, поэтому халвинг вообще он полезен. Полезен тем, что платформа будет расти, и она не соскамится, да, как все остальные, там, по 1000, по 2000% некоторые проекты, да, там выдают, и потом через неделю скамится, и все, и до свидания. Нет, здесь долгосрочный проект, еще очень много всего впереди, поэтому в целом, если разобраться, я думаю, вот этот хешрейт, что мы сейчас видим, да, то есть вот даже вчера, когда произошел халвинг, да, за 1000 хэш-пауэр было 2,98, по-моему. Сейчас Да-да-да, а уже сейчас увеличивается. да, сейчас увеличилось на 3,64. 4 вот сейчас, ага. Да, потому что люди переводят своих МОМО в новые фермы, уже в Шахты. МОМОверс. Да, поэтому особо расстраиваться не стоит, потому что большинство людей, которые именно играют в проекте, да, то есть зарабатывают на играх, играют в Token Master, играют в Block Brawler, играют вот в Moland сейчас выйдет, играют в Chainz арену, они используют по максимуму вот эти монеты, что они зарабатывают, да, например, даже в этой шахте, они используют их на донат в играх, чтобы заработать еще больше, да, и в этом никаких проблем нету абсолютно. Кто попробует хоть немного разобраться в играх, да, и там посмотреть даже вот ваш канал, да, мне в целом нравится, как вы рассказываете, показываете, да, то есть даже если ваш канал посмотреть, можно выработать определенную стратегию, да, и еще дополнительно зарабатывать в играх, не только вот сидеть и смотреть на свою шахту, да. Вот, поэтому хэш, я думаю, он выровняется, потому что Momoverse на данный момент это очень ранняя альфа-версия, она запущена для того, чтобы ее протестировать, исправить все баги, ошибки, а когда запустится уже весь функционал, я думаю, абсолютно все именно игроки, не те люди, которые пришли, просто вложили денег и просто снимают, да, с шахты монеты,
а именно те, кто играют, они абсолютно все перейдут в Momoverse. Поэтому здесь однозначно вырастет добыча дневная, поэтому расстраиваться не стоит. Просто нужно подождать, пока запустится функционал в Momoverse. Короче, если все уйдут, а я один останусь тут, то буду зарабатывать по 100 тысяч мобоксов в день. Не, Вот. но все не уйдут. Ну, все не уйдут, да, таких хитрых много. Ну, в общем, если подведя итог, правильно я понял, Шади, что это сделано в целом для того, чтобы укрепить токен в долгосроке, чтобы меньше сливали в стакан токен, чтобы он меньше в цене падал. То есть он будет крепнуть. В целом для этого и делается. Угу. Так, ну давайте вот здесь покажу, кто не знает, вот, может быть, первый раз зашел, когда первый раз зайдете, вот здесь вот появится кнопочка «Получить бонус», потому что дают нам сейчас увеличенный бонус, вот как вы видите, за 7 момо дают 15% бонуса, там за 3, 6 и так далее. И вот здесь вот появится кнопочка, если вы ее не нажмете, бонус не получите. Я вот тоже зашел сначала, думал, что за кнопка такая, жать, не жать, в итоге нажал, сразу мне добавили. И еще сразу покажу для тех, кто не знает, как переводить с фермы в шахты, в Momoverse и обратно. Вот есть специальный такой функционал, здесь отдельная кнопочка, нажимаем сюда. Вот, у меня сейчас все фермы, все мои мамошки работают на шахтах Momoverse, то есть вот я их могу обратно перевести, например, выбрать или сразу семьями, или же вот по одной как-то их переводить, да, вот, выбираю, например, семьями, жму вот эту кнопочку, там небольшая комиссия в BNB-шках, и они у меня все вернутся на ферму. И также обратно, да, допустим, если нужно мне с ферм на Momoverse, то вот здесь вот их выбираю и перевожу. Вот, ну, по майнингу все. Ну, я тоже в целом думаю, что это хороший ход. Токен будет крепнуть от этого. Вот, вопрос следующий. Где выгоднее майнить сейчас? Все-таки на фермах или же на шахтах? Потому что, вот, да, правильно отметил, я как вижу, увеличивается хешрейт, да, вот было там 2,9, а сейчас 3,64, многие уходят на шахты, и хешрейт увеличивается. Вот, Шади, скажи, где сейчас выгоднее вот майнить? Тем, кто, допустим, ну вот сейчас не готов там по каким-то причинам в Momoverse там заморачиваться и так далее, и думает, вот что-то сократили, куда или туда или сюда. Где выгоднее? Ну, в целом, смотрите, те, кто говорит, что сократили и начинает там бояться чего-то, ну, абсолютно ничего не стоит, ну, бояться не стоит, потому что вот в новых фермах, например, доход намного выше на данный момент, да, потому что те, кто сели, посчитали плюс-минус, да, сколько стоят ресурсы, добытые на маркете в Momoverse, они поймут, что ну плюс-минус где-то в 2 раза больше приносит из-за различных бонусов, в 2 раза больше приносит именно в Momoverse. Но Да, все верно. когда там добавится полный функционал, когда игроки начнут строить дома, то есть им абсолютно нужны будут эти ресурсы, да, то есть на данный момент ресурсы нужны для чего? Чтобы скрафтить предметы и участвовать в рейтинге, в лидерборде, чтобы получить именно награду. Но в дальнейшем, во-первых, будет и лидерборд по крафтам, а плюс еще будет стройка, момо-профессий, много-много всего. Момо-кар будет еще, там столько всего интересного будет. Короче, материалы это еще будут расти в цене постоянно. Да, поэтому я думаю, что Momoverse будет оставаться более доходный, но там нужно будет все-таки тратить побольше времени. Да? То есть если здесь все на пассиве, ну, грубо говоря, на пассиве, да, то там все-таки нужно будет тратить много времени. Да? То есть если вы там прям плотно хотите зарабатывать, там нужно будет, ну, прям вот как на работу туда ходить. Ну, вот примерно так. То есть это вот момо-вселенная, где будет и различные спонсоры и так далее. То есть постоянно будут проходить какие-то ивенты. То есть люди теперь действительно поймут, что такое free-to-play, да, то есть в чем и смысл площадки. Play to earn, free-to-play. То есть постоянно будут проходить какие-то акции, где люди своими же этими аватарами смогут зарабатывать.
Вот. Мгм. Еще такой нюанс, я думаю, мы его проскочили здесь. Мгм. Нюанс такой, по поводу лотерей по хэш-мощности. Мгм. Потому что когда вы переводите своих Momo в Momoverse, хэш-мощность по лотереям у вас не учитывается. Чтобы она учитывалась, вам нужно перевести их обратно, войти в лотерею, купить билеты и перекинуть обратно свои Momo, тогда у вас все получится. Подожди, ты Вот про такой какую нюанс. сейчас лотерею говоришь? Лотерейки по хэш-мощности, которые проходят еженедельно. То есть вот эти вот лотерейки на бокс рафл, Да, 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 на да. вот эти. Все понял. То есть перед тем, как закидывать, например, сюда билеты, например, вот во вторник уже, кстати, у нас не будет по джемам лотереи, да, по Да, камням не не будет. будет последняя, да, ну останется вот бокс и мекс. Все понял. Да, перед тем, как закидывать сюда билеты, нужно мамошек обратно вывести, чтобы хэш добавился, и потом закидывать. Все отлично, хороший Ну совет, вот спасибо, я не знал. по бокс рафл, в принципе, хэш-мощность не нужна, а вот для Macbox она нужна. Нужна, там хорошо добавляют, все верно. Так, ну, давайте подведем итог по майнингу, по халвингу. Итого, получается, что мы имеем? Выгоднее сейчас фармить в шахтах. Да, я сам проверял, скажу на себе. У меня была общая хэш-мощность 3, где-то 3700, там у меня 9 семей, 3700. И до халвинга у меня получалось где-то 22 токена в день, в сутки. Вот, сейчас я перевел на шахты всех, посчитал по вот текущему сегодняшнему курсу, если я буду все материалы продавать, у меня выходит около 32 токенов в день. То есть вот больше. Я, соответственно, всех туда перевел. Вот. Ну да, в целом. А, так, ну давайте теперь про аватары поговорим. Много очень вопросов про аватары. Значит, как вывести аватара на любой другой кошелек, кроме MetaMask? Вывел аватара, но он не отображается в игре и MetaMask. Что делать? Вот, сколько стоят аватары, как выгоднее продать, купить? Вот эти вот вопросы, Шади. Ну, во-первых, купить, Давай по продать. порядку тогда. Вывел Давай, да, аватара, но первый он не вопрос. отображается в игре и MetaMask. Что делал? Что делать? Что делать? Проверить по блокчейну, По туда ли вы Binance. его вывели. Да, да, то есть подключить свой кошелек к блокчейну, посмотреть, туда вы его вывели или нет. Может, вы на другой кошелек его вывели. То есть если вы все правильно сделали, да, то есть он в любом случае у вас будет отображаться в Momoverse. Не может быть такого, чтобы он не отображался. Возможно, иногда бывают лаги в игре, да, просто нужно обновить страницу, и он тогда появляется. Вот. Ага. Еще такой момент. Люди, которые участвовали на галере, которые купили по 0.01 BNB вот этот бокс Raffle, что им нужно сделать? Им нужно за 6 мобокс его как бы превратить в Momoverse, да, то есть им нужно зайти, ну, потом я тогда в игре уже покажу, Да, в игру, когда зайдем, более уже это... наглядно, да. К этому вопросу тогда вернемся. Но если все сделано правильно, то есть если вывели на тот кошелек, который у вас привязан к аккаунту Mobox, то он не может не отображаться. Если не отображается, значит что-то сделали неправильно. Либо, может, еще Binance вам не вывел этот Binance не вывел, да, я вот здесь аватар, тоже да. То добавлю. есть вопросов очень много, да, но если все делать пошагово и все делать не спеша, то ошибок никаких невозможно сделать. Просто сейчас люди все спешат, куда-то торопятся, а по сути просто нужно расслабиться, тихо, спокойно сесть, сделать все, и проблем никаких нету. У людей, у которых, например, кошельки именно Mobox, да, то есть они никогда больше ничем не пользовались, у них только вот кошелек Mobox они создали и все. Им просто нужно через сид-фразу подключиться либо там к MetaMask, либо к Trust Wallet, либо к SafePal, зайти на Binance, подключиться, вывести на этот кошелек аватарчик, и все, и он будет уже у вас в самом аккаунте Mobox. Поэтому не нужно делать там 1000 каких-то непонятных вещей, да, то есть создавать новый кошелек в MetaMask, выводить на него, потом с него
переводить на свой мобоксе, то есть это ненужные действия, да, то есть сид-фраза дает вам доступ к любому кошельку, которому вы хотите. То есть кошелек это что? Это вот MetaMask или Trust Wallet или SafePal, это просто интерфейсы, да, то есть они точно так же работают, как и Mobox кошелек. Ну, если не говорить за Box Wallet, потому что это игровой кошелек, он централизован. А децентрализованные кошельки, они работают абсолютно, ну, его можно подключить где угодно. Поэтому не стоит делать вот этих вот там кучу действий, да, непонятных. И потом, скорее всего, люди где-то и путаются здесь. То есть они где-то выводят их на MetaMask, потом говорят, у меня его нету. Ну, понятно, его нету, потому что вы вывели его на какой-то другой, новый кошелек. Теперь его нужно либо подключать к аккаунту Mobox, а тот отключать. Но если там уже есть Momo, то смысл его отключать, да, то есть нужно перевести тогда с MetaMask уже на Mobox кошелек. Ну, как-то так, если понятно. Ну, еще от себя добавлю, да, на Binance, потому что у меня то же самое было. Я выводил с Binance 3 раза. Первого выводил, он у меня сразу пришел, вот буквально там 5 минут. Вторую партию выводил, где-то часов 16 шли. Долго шли. И третью партию отправил, за час пришли. Причем вторая партия еще не пришла, а третья, которую я отправил позже, уже пришла. Поэтому прежде чем, да, паниковать, во-первых, все проверьте, во-вторых, зайдите в кабинет Binance, там есть кнопочка «Посмотреть историю этих выводов». И посмотрите, может быть, у него статус висит pending, или там процессинг называется у них, да, то есть в процессе. То есть он еще с Binance не ушел, бывают там задержки. Я говорю, 16 часов ждал. Вот тоже частая, да, проблема такая. Да, Ну, это еще... частая проблема. Да, и еще по вот сид-фразе, да, можно даже не через сид-фразу, если вы боитесь там где-то свою сид-фразу лишний раз куда-то там вводить в приложение стороннее или еще куда-то. Можно по private key, по приватному ключу также то же самое подключить свой счет. Все, Кстати, копируйте. как вариант, да. Копируете с MetaMask приватный ключ счета конкретно вашего игрового и спокойно его вводите, и сид-фраза ваша остается при вас, никто никуда вы ее лишний раз не копируете, там не вводите. То есть это, ну, на мой взгляд, безопаснее. Я лично так делаю, сид-фразу не дергаю, а приватный ключ вставляю. Вот, ну по аватарам что осталось добавить? Сколько стоят, как выгоднее продать, купить, как определить, вот, как определить редкость аватара, Шеди. Тут уже каких только я мифов не видел, там по глазам смотрят, по каким-то этим, как его, вот мне прям я смеялся долго, какой-то там цепочка, висюлька на нем висела, по заднему фону определяют, не знаю, по одежде. Скажи, как определить редкость аватара, а я попробую сейчас пока подключиться, показать галер. Редкости аватара пока определить невозможно. Невозможно по единственной причине, потому что редкости аватара будут понятны, когда запустят момо-профессии. Вот тогда уже и будет понятно, какая-то редкость именно вашего аватара, да, то есть можно будет подыскивать аватаров, которые вам нужны будут для чего-то. Да, там, в принципе, логика в этом есть определенная, что да, у каждого аватара там кулончик, что-то свое, в этом есть смысл, скажу так, но, например, чтобы сказать, кто редкий, кто нет, я не могу, да. Вот, поэтому нужно дождаться просто момо-профессии и посмотреть. Вот. Все верно. Единственное, что я здесь добавлю, что я лично заметил, есть сейчас на данный момент два типа аватаров. Вот есть Mobox аватар, Mobox, да, вот мы давайте посмотрим какого-нибудь. И есть Momo аватар. Вот они немножко разные, отличаются они чем? Тем, что вот Mobox аватар открываешь его, и здесь у него ничего нет. Ну вот описания ничего нет, а вот Momo аватар, сейчас давайте я его попробую здесь найти по collection, где-то он я видел сегодня тоже, то есть его открываешь, у него там есть описание, вот Mobox, так, вот этого давайте посмотрим. В общем, а есть Momo аватар, его когда открываешь, у него есть описание, какая у него одежда, какая, то есть чуть-чуть расширенное какое-то описание, и вот эти вот Momo аватары, они как раз получать их можно было вот он, видите, вот это Momo аватар, давайте мы его откроем, посмотрим. Вот, видите, у него есть описание,
То есть вот бэкграунд, боди, одежда какая-то, вот там штаны и так далее. Вот подвязочка ваша любимая, вот написано, что за подвязочка у него. Вот в этом их вся разница. И вот этих вот момо-аватаров, их где давали? Их на Binance не давали за бесплатно. Это вот те аватары, которые 1000 штук были проданы на Galer.io по 0.1 BNB. И те, которые, ну вот мне лично такой выпал из коробки, которую дали за 18 тысяч вембаксов. Вот они чуть-чуть отличаются. Ну и также я думаю, что кто из них редкий, а кто нет, пока что вот тяжело. В этом, вот я и говорю, вот в этом всем, вот в одежде, в этом всем будет смысл, но он будет смысл, когда уже откроется момо-профессия. То есть сейчас просто люди там с ума сошли, да, там, то есть покупают там по 50, по 100 этих аватаров. Желательно лучше дождаться просто, да, и понять для себя, какие аватары вы будете использовать вообще в играх, потому что будут использовать люди разных аватаров. Один аватар для одного будет, второй аватар для другой профессии будет, поэтому просто нужно дождаться, а потом уже делать какие-то инвестиции. У нас люди, не знаю, они куда-то торопятся, скупают, поэтому этого никогда не стоит делать. Нужно сначала изучить все, а потом уже покупать куда-то, да, что-то там выбирать себе и так далее. Ну да, я вот тоже почти сколько там, около десятка, наверное, набрал. Там часть сразу продал, чтобы очки заработать на Galer.io. Часть у меня осталась. Осталось сейчас, по-моему, штук 6 или 7. Да, я решил их пока не продавать, подожду. Посмотрю, да, может быть, если с одного аккаунта я буду использовать несколько аватаров. Одному, например, одну профессию прокачивать, другому другую, там как-то вот так. Да. Но я лично, например, тоже, я купил около 10 аватаров, чтобы просто сделать транзакции на галере для На ивента, конкурс, да, чтобы получить конкурс. А так я для себя выбрал аватарчика вот с Шиба, и он мне просто нравится, потому что он и по никнейму подходит. То есть я его не выбирал, потому что там какая-то редкость или и у меня есть какой-то инсайт. Нет. Но он просто подходит под мой никнейм, поэтому я именно его выбирал, и я за него очень дорого отдал, потому что именно его я хотел. Вот и все. Понятненько. Ну и вот давай по аватарам последний у меня вопрос. Вот конкурс на galer.io. Вот расскажи, за что дают тикеты? И самый вот вопрос, который мне много задают часто, да, где эти тикеты сейчас посмотреть? Так, значит, тикеты дают за покупку или продажу. Просто идет такой непонятный разговор, что за листинг. Листинг просто обозначает это и есть продажа. То есть, если вы его не продадите, билет вы не получите. Просто так за листинг никто билеты давать не будет. То есть, вам нужно либо купить, либо продать аватар. Вот, за это дается по билету. Нет никаких ограничений абсолютно по билетам, а билеты будут подсчитаны именно самим галером 13 числа, и я думаю, где-то, наверное, числа 14, может там плюс-минус 2-3 дня они объявят результаты, и по результатам там кто-то получит, вот на всех будет 1000 ключей и один легендарный Момо от Галера, который выглядит очень-таки, кстати, достойно, интересно. Ну, то есть до окончания вот этого конкурса я не могу посмотреть нигде, сколько у меня билетов. Нет, просто изначально они должны были, именно Галер должен был сделать у себя в ЛК, в личном кабинете, такую возможность, но почему-то этого не сделано, и сказали, что они подсчитают и потом у себя в медиуме это все выложат и покажут количество. А так просто, скорее всего, желательно просто записывать свои действия, выписывать на бумагу, и чтобы, если вдруг где-то что-то не учтется, чтобы можно было предъявить какую-то претензию. Потому что это будет проводить именно Галер, это не Мобокс проводить. Ну, все понятненько по аватарам тогда все, по конкурсу Галер все. Давай сейчас перейдем к самому интересному.
взглянем таки на Момо Вселенную. Так, еще раз, друзья, напоминаю, в воскресенье у нас будет стрим, поэтому вопросики какие есть, у кого какие останутся, пишите прямо в комментарии к этому видео. Я их все соберу, передам Шаде, чтобы он мог как-то подготовиться заранее. Вот. Ну и вообще в целом приходите, повеселимся, просто поболтаем на какие-нибудь мамошные темы. Я говорю, может быть, где-нибудь на площади все своими аватарами соберемся, там с ЛФК бахнем или еще что-нибудь. Вот, а мы продолжаем. Еще, друзья, смотрите, в описании к видео я все по меточкам разобью, каждый вопрос будет с тайм-кодом, поэтому если вам, допустим, этот вопрос не интересен, вы знаете его, можете по тайм-коду перемещаться там к следующему вопросу и так далее, смотреть, где и что. Ну, лучше, конечно, посмотреть все, а не посмотреть какой-то кусок, а потом тот вопрос бежать в чат задавать другой. Да? Поэтому Ну, желательно все посмотреть детально. Да, мы для этого здесь сейчас и записываем этот контент, чтобы разобраться максимально во всех вопросах. Итак, перейдем к Момо Вселенной, к Момо Верс. И первый вопрос: как зайти в Момо Вселенную? Шади. Как зайти в Момо Вселенную? Во-первых, на данный момент пока желательно использовать именно компьютер, потому что Момо Вселенная вот на айфонах вообще не работает, на iOS, на последних айпадах, например, работает. По андроиду скажу только одно, что тоже не на всех работает, на многих не заходит, на многих просто выбрасывает, а работает вот на нескольких моделях, то, что вот по отзывам я говорил, это Xiaomi. Вот на них работает нормально. Поэтому как зайти? Нужно иметь компьютер, это раз. Желательно иметь помощнее какой-то компьютер, потому что на данный момент при тесте используют слишком много ресурсов. Вот. И нужно иметь Chrome, самую последнюю версию, и установить расширение в Chrome Mobox кошелька. К нему либо просто залогиниться, если у вас уже давным-давно есть аккаунт в Mobox, все привязано, там все хорошо. Просто логин, пароль вводите, больше ничего делать не нужно, и тихо, спокойно попадаете в Momoverse. Если до этого у вас не было аккаунта, тогда вам придется сделать аккаунт, либо зарегистрироваться заново, перекинуть туда свою NFT-шку, и только с приложением Mobox Wallet, с расширением для Chrome вы сможете абсолютно без всяких проблем использовать Momoverse. Да, со своего опыта тоже расскажу, как я сделал. Установил с Google Chrome Mobox кошелек, это вообще очень просто в Chrome. Дальше взял с MetaMask, скопировал свой приватный ключ именно того счета, который у меня подключен к игре. И все, потом в кошелек Mobox, нажал, там есть кнопочка там импортировать счет, нажимаю импортировать счет, он мне предлагает два варианта: или по Seed-Friday, или по private, этому приватному ключу. Я выбрал приватный ключ, ввел туда ключ, и все, он мне весь мой счет сразу Mobox Wallet подтянул, я к нему подключился, все прекрасно работает. Ну, понятно, давай дальше, Шади, задам один вопрос. Просто потом забуду, он у меня нету его в списке, сейчас про него вспомнил. Где найти кабана? Скажи, что за кабан и где его найти? Я как не зайду в чат, все про этого кабана пишут, как-то его ищут. Я что-то посмотрел, никаких кабанов не нашел. Что это за кабан такой? Я кстати, к тебе сейчас подбежал, если видишь. Шади тоже здесь, ага, вот. Поэтому смотри, никаких кабанов нету, это все просто троллинг. Люди просто развлекаются, пытаются... Шутят, короче говоря, шутка. Занять, да. Шутка, просто шутка, да. Но я тоже понял, что шутка, просто специально спросил, потому что многие же верят, и я уже смотрю, на полном серьезе спрашивают, а где кабан и так далее. Ну, давайте начнем с карты, наверное. Я покажу карту.
Для тех, кто вот только добавился, вот сюда нажимаем, сразу желательно переключайтесь вот здесь вот на сервер второй или третий, потому что на первом очень много народу бегает, и он чуть-чуть лагает побольше, нежели чем второй и третий. На третьем вот поменьше народу, как-то поспокойнее. Вот, жмем сюда на карту, вот давайте расскажу, что есть. Вот здесь вот это у нас шахты. Шади, если что я неправильно скажу, ты меня поправь, потому что я могу сам что-то где-то. Короче, вот здесь вот у нас шахты, они тут редкие момо у нас добывают ресурсы, а вот здесь вот шахта эпических момо, эпические добывают у нас золото. Про это мы сейчас тоже чуть попозже поговорим. Так, вот это вот у нас построечка, здесь можно типа на кошелек свой добавить мобоксы, на игровой кошелек. Вот это вот все пока что не работает, стройка не работает, пирамиды не работает. Тут вот лес тоже практически ничего не работает. Вторая зона активности это вот здесь, вот эта вот площадь. Тут у нас есть, можно информацию по конкурсам посмотреть, и на рынок прийти, и еще какие-то там действия такого административного характера сделать. Ну и на такси удобно, можно перемещаться. Если не хотите ходить, вот здесь вот давайте я вам даже покажу сейчас, как на такси перемещаться. Вот, ну, в принципе, все, что вот есть в нижней вот в этой части, все есть вот в этих вот иконках. Я поэтому возле шахты встал, чтобы вот на шахту, потому что далеко не бегать. А так вот рынок вот здесь можно попасть, посмотреть, да, в кузницу вот здесь вот, там рюкзак вот здесь. Потом, что еще? По конкурсам можно вот здесь информацию, там daily task, лидерборд посмотреть и так далее. Ну вот и давайте на такси туда проедем, посмотрим. Ничего я не забыл, да? Вроде бы все вот на площадь. Ну, наверное, шахты еще сейчас покажем более детально, как про шахты расскажем. Какая там доходность, что там нужно, как туда попасть в эти шахты. Вот. Ну и вот центральная площадь, да, тут. Я так, человечек мой. Ну вот она, да, к ней я подхожу. Ну, в общем, вот интерфейс простой. Шади, расскажи, вот в общем сейчас, вот на данный момент, что можно делать и вообще как играть? Вот такой вопрос. Что можно делать? Для людей, у которых нету в собственности своих момошек, они могут на данный момент бегать по карте и собирать ресурсы. Ну вот найди хотя бы один ресурс, чтобы показать. Сейчас найдем. Так, в лесу вот здесь. Вот она, вот она. Вот собрали морковка, пшеничку, да. собрали ее. Вот тут толпа бегает, должно быть что-то. Так. Вижу ресурсики. Ничего нет. Найдем. Масштаб вот, ну, в целом, пока ты ищешь, я расскажу, да, то есть... вот ресурсик, вот, нужно собирать вот по типу вот таких там предметов, да, то есть там пшеница, в речках плавает рыба, можно рыбу ловить, то есть вот сейчас нажми, да, вот, тебе 28 очков дало, да, за один предмет. Таких предметов можно в день собирать 200 штук, да, то есть вот 200 штук вот различных, что вы на земле находите, это дневной лимит. За каждый дается рандомное количество очков, то есть там может и 400 выпасть, и больше, и меньше, может одно очко выпасть, поэтому вот еще мечи, вот, сейчас вот что даст за мечи. 5 очков, да, то есть и вот теперь нажми на вкладочку, где рейтинг, третья вкладка под аватаром, вот это. Так, это не тот рейтинг, вот это. Не тот. Вот, и это дневной рейтинг. Здесь как раз-таки, вот, мы сейчас собрали 86 очков, да. Некоторые вот уже собрали 3800 очков. То есть очки выдаются рандомно, а лимит на всех игроков, да, то есть вот, на каждого игрока 200 предметов в день. Кто выбьет, тот и получает награду. В целом за первое место 100 мбокс, я думаю, это вполне достойно. Почему бы и нет. Короче. Вот. И есть еще General рейтинг. Да. Это общий рейтинг, который считается за все время, то есть это будет выдано уже в конце
альфы, да, то есть через 115 часов. То есть конец альфы у нас намечается на 14 апреля, 8 часов по Гринвичу будет закончена альфа. Ну, наверное, тем, кто только заходит в общий рейтинг, уже, наверное, не попадут. А вот дневной, как раз-таки, друзья мои, у каждого есть шанс. Тут все равны, тут нет каких-то там донатов, которые там деньгами давят, или еще каких-то там других там читеров, задротов и еще кого-то. Короче говоря, все в равных условиях. Это как раз вот, ребята, то, о чем сейчас все заголовки на ютубе роликов пестрят, как заработать $300 в день. То есть вот очень просто. Ходите, собираете, если удача у вас прокачана на максимум, да, то есть удача на вашей стороне, вам выпадает много очков, можете занять первое место и забрать 100 мобоксов. Ну, это по текущему курсу даже чуть-чуть больше, чем $300. Вот. Да, то даже если и не получится даже первое, там и второе, и третье тоже вполне Тоже, достойно, да, то есть просто за то, что вы бегаете, собираете ресурсы, это и есть тот free-to-play, о котором все мечтали, да, то есть вот бегать, заниматься чем-то, а дальше будет все больше и больше всего интересного, для тех же аватаров будет тоже много всего интересного, но желательно, конечно же, иметь момошек, если есть момо. Сейчас, подожди, Шади, про Момо еще поговорим. Давай еще вот у меня один вопрос, пока вот тут не оторвались. Скажи, пожалуйста, а что еще может выпасть с этих ресурсов, вот кроме вот этих вот очков и обычных ресурсов? Вот ресурсы нам, кстати, вот сюда падают все. Вот с этими ресурсами что делать? Давай вот так, вот первый вопрос. Там можно сделать один крафт. Фляжку. Да, фляжку. Ну, она ничего не значит, она абсолютно ничего не значит, то есть она просто сделана для того, чтобы протестировать, чтобы люди могли просто посмотреть, как это делать. Да? Короче, продать ее никак нельзя, никуда ее там монетизировать никак нельзя. На данный момент, вот на альфа, на бета-версии этого, скорее всего, не будет реализовано. Вполне возможно, в будущем будет что-то такое, да, но на данный момент это просто для теста, да, то есть вот и все. Скажи, пожалуйста, а вот эти вот синие, вот мне одна синяя, видишь, рыбка выпала, вроде она как бы какая-то редкая, вот с ней что делать? Ее как-то можно монетизировать? Или монетизировать тоже она... вот эти ресурсы на данный момент монетизировать невозможно. Никак нельзя. Да, их можно будет в дальнейшем, да, там монетизировать. Понял. А сейчас вот на альфе нет. Тогда еще вопрос. Скажи, пожалуйста, а что еще может выпасть, кроме вот этих ресурсов? Я вот, по-моему, где-то читал в новостях, что еще может мобокс выпасть еще прямо вот сразу. Сразу? Нет, такой возможности нет. Короче, кроме ресурсов пока ничего не выпадает, да? Нет. Выиграть только можно по рейтингу. Вот на данный момент, если есть аватар и больше ничего нету, да, то есть если момошек нету, то это только участвовать в этом рейтинге. Вот эти все ресурсы, это все, это просто для того, чтобы вы могли посмотреть, могли потыкать, да, то есть могли что-то скрафтить, посмотреть, как это работает. То есть все сделано для того, чтобы в будущем у вас уже был этот навык, а чтобы вы потом не бежали и не спрашивали, а что это, а зачем это. Да, то понятно. Есть короче говоря, у тех, у кого нет редких или эпических момо, дополнительных возможностей для заработка нет. Только вот этот вот, как говорится, кто удачливый, тот и заработал. Правильно? На данный момент так. Все, супер. Тогда давай перейдем, так сказать, к продвинутым методам заработка, да, редкие и эпические момо, что они дают, как тут на них можно заработать. Давай вот этот вопрос. Я как раз к шахте пока перебегу. Так, момо. Момо у нас можно отправлять в шахты. Они у нас различные, то есть сейчас я у себя открою, а то я уже... Вот, есть перья, есть кожа, есть жемчуг, и есть кристаллы и золото. Вот. Каждый
подвид момо, то есть, например, птицы добывают перья, звери добывают кожу, рыбы добывают жемчуг, монстры добывают кристаллы, и золото добывают только эпические момо. Для чего это все нужно? Нужно для того, чтобы крафтить вещи. Сейчас проходит ивент именно за крафт этих вещей уже для пользователей с Momo NFT. Когда вы собираете эти ресурсы, у вас есть два варианта. Либо зайти на маркет и продать эти все ресурсы по цене рыночной, либо скрафтить вещи и испытать свою удачу, если вам выпадет, возможно, редкое что-то, да, то есть какой-то редкий ресурс. Вот. Что с этими ресурсами в дальнейшем делать? Во-первых, это участвовать в рейтинге по крафту. Во-вторых, вот эти все вещи, редкие и все остальные, они будут выкуплены именно площадкой Mobox в конце альфы. Альфа будет абсолютно полностью сброшена, то есть ничего не останется, будет полностью сброшено и начнется как бы как новый сезон, да, то есть начнется, либо дальше продолжится альфа, либо откроют уже бету. На бете, если откроют бету, на бете мы уже увидим все-таки побольше всего интересного, но смотря как сейчас пойдет, потому что, ну вот, я вижу, например, то, что может и затянуться альфа еще, потому что не все так гладко, как нужно, да, есть лаги, есть проблемы, есть баги, которые нужно исправлять, над ними нужно работать, и поверьте, над ними работают просто день и ночь, чтобы побыстрее это все запустить. Вот даже с этим багом, что люди, которые минтили аватаров на галере, ну, все-таки, ну, как-никак, но быстро разобрались, а там объем работы был просто сумасшедший, чтобы вы понимали, по коду там просто сумасшедший объем работы был. Поэтому терпение, ребята, просто терпение. Еще раз терпение, потому что это очень ранняя стадия, очень ранняя стадия альфа-теста метавселенной. Да. В дальнейшем нас ждет много всего крутого. Просто нужно дождаться, нужно понимать, что это тестируют, что это делают, что всех слышат. Даже я в чате, кому даже не отвечаю, но я слышу. Я бегу к разработчикам, им эту информацию всю доношу, вносим какие-то предложения, что-то добавить, что-то убрать, что-то поменять. Постоянно на связи сидим, да, и с разработчиками, и с комьюнити. То есть даже я, если где-то пропустил ваше сообщение, просто отмечайте меня в сообщении. Также, вот, кстати, очень хорошая возможность, да, для моих помощников в чате, да, то есть там был закреп, может, не все увидели, здесь как раз-таки послушают, что кто понимает, как работает площадка, тот, кто знает, как работает все правильно. Прошу, да, просто людям помогать, не нужно отвечать как-то там сухо, да, там еще что-то, помогайте друг другу, да, то есть в этом есть смысл комьюнити. Просто вот все говорят, русское комьюнити, оно всегда токсичное. Неправда, оно не всегда токсичное. Просто если все будут помогать друг другу, не будет никаких токсиков нигде. То есть все будут, ну, просто любовь и мир должна быть во всех, да, то есть если человек спрашивает, да, многие, может быть, спрашивают какие-то глупости, многие спрашивают что-то непонятное, но все люди, они одинаковые, не стоит там кого-то там посылать, еще что-то. Поэтому все, кто помогают, я за этим наблюдаю, и потом всем помощникам я отправлю мерч от Mobox, футболки, куртки, кепки и так далее. Супер новость. Супер. Да, на самом деле соглашусь полностью, потому что, ну, я вот во многих проектах игровых участвую, вот NFT именно игровых, во многих чатах, ну и такого вот, как в Mobox, я, ну, нигде не видел еще, чтобы он такой вот был дружный, отвечают.
Поэтому кто старички, все помогайте, Шади, правильно? Я сам себя помню в сентябре, когда только заходил, вопросов было куча, а что, как, а где это, а как посчитать, а что. И очень помогало, когда люди в чате отвечали. Вот, ну давай вернемся к продвинутому варианту заработка. Давай посмотрим на шахту, как она выглядит, что тут у нас добывается. Я вот захожу. Вот, это у нас что? Кожа, Не, вот это рожа. перья. А, вот это перья, кожа, Да, перья, кожа, жемчуг и кристаллы, да? кристаллы и ниже эпические, И это у ниже нас золото. золото. Ага. Ну вот, собственно говоря, как это все нам посчитать? Давайте посмотрим. Тут есть вот формула специальная, да, вот сюда нажмете, и вот она формула. Смотрите, как считается. Берется начальный хэш-пауэр, это вот кирка, которая у вас, по-моему, слева, да, на мамошке, то есть это начальный хэш-пауэр, умножается на 10, плюс момо текущий хэш-пауэр, плюс фиксированный бонус, это дается за семьи, редкие семьи, если соберете, и бонус этих камней. Таким образом, вот, например, да, смотрим, что у меня есть. У меня есть... Ну вот давай, знаешь, как сделаем? Вот давай по твоей шахте прямо в долларах посчитаем, да? Вот, то есть вот сколько твоя шахта приносит в долларах в день, да? Вот чтобы люди просто понимали. Ну Просто да, многие, вот смотрите. да, пишут вот. Я вот смотрю сейчас чат, очень просто новеньких много пришло, нету времени прям сесть и им все прям четко разжевать и показать, как это было раньше, да, то есть там несколько вопросов в день там, да, там новички задавали. Сейчас они просто везде, не всем успеваешь это задать, да. Просто вот многие говорят, да ну там покупайте эти семьи, это дорого. Если вы сядете просто и посчитаете, сколько даже там та же одна семья приносит и какая у нее окупаемость, вы совсем по-другому будете думать. Ну, давайте вот мы с вами сейчас и посчитаем, да, вот, например, ух ты, вот эта семья, вот это, да, вот у меня на вот этих вот кристаллах работают сколько? 4 семьи. 4 семьи, это вот красненькие, это кто? Звери, да, у нас? Вот, смотрите, моя продуктивность составляет 5952. За каждые 100 продуктивности нам дают сейчас по 2,4 кристалла в сутки, да, получается, вот смотрите, 5952 разделим на 100 и умножим на 2,4. То есть у меня в сутки будет выходить 142 кристалла. Давайте посмотрим, если я их сразу же продам, сколько это будет стоить. Вот заходим на Marketplace, смотрим, почем, вот если продать, например, кристаллы вот по 0,11, да, то есть если я сразу, тут рынок тоже такой вот, он на основании ордеров устроен, где-то там, если можно выставить ордер, там может подороже толкнуть, но чуть подождать надо будет. Если сразу, то вот минимум тут по 0,11, да, продать, ну вот давайте умножаем 142 на 0,11, это мне получится 15,7 мобокса. Я получу, если это все сразу продам. Теперь давайте попробуем посчитать по хэш-пауэру. Сколько у меня хэш-пауэра будет. Сейчас я зайду тогда на Momo Фермер. Сразу, раз уж мы взяли, тогда давайте все посчитаем. Сколько у меня их хэш-пауэра. Сейчас, кстати, покажу, как пользоваться рынком. Я вот потому что не сразу тоже сообразил. Пришлось там часик потыкаться. Так, кошелечек. Ага, нет, все, вот они. Вот они, видите, лопатки, это значит, что они копают там, на шахтах. Когда они здесь на Момо-фермере копают, здесь нету этих лопаток. Ну, давайте красненьких посчитаем, да, сколько вот у меня их. Вот смотрите, вот, кстати, и initial, начальный хэш-пауэр, это вот значение, видите, 48, это начальный, а вот 289 это total хэш-пауэр. Вот, итого считаем красненьких. Вот у меня 289 плюс 174 плюс 162 плюс 115 плюс 4 семьи по 300 это 1200. Ну и плюс это всякая мелочевка, уже не буду ее считать. 1940, ну там где-то все вместе, мелочевка, там еще 20, наверное, наберется. Вот 1960 хэш-пауэра, то есть если бы я их майнил сейчас в ферме, вот здесь, смотрите, в ферме майнил бы, если я их
по текущему 3,64 за 100, вот 1960 делим на 1000, да, надо здесь разделить на 1000. 1960 разделим на 1000. 1,96 и умножаем на 3,64. То есть я бы получал 7,1 мобокс. Понимаете? А там мы только что посчитали 15,7. То есть в 2 раза выгоднее. Вот вам, пожалуйста, реальный расчет на живом примере. Да. И это еще не все. Это еще не все. То есть можно комбинировать материалы. То есть как это делается? Заходите, например, вот сюда. Давайте я вам покажу. Сейчас как раз у меня, наверное, скопилось, как это все работает. Сейчас я только вот здесь заклеймю. Вот этих вот соберу. Вот этих я уже заклеймил. Вот так надо их клеймить, эти ресурсы. И они будут попадать. Все, вот показываю, как комбинировать. Вот это уже, так сказать, для продвинутых, да, кто хочет немножко заморочиться. Вот, видите, у меня есть сейчас как раз материала достаточно. Я вот уже на 2-й уровень перешел. Вот смотрите, начинаете с 1-го уровня и крафтите 1-й уровень. Так, у меня тут я отправил на Entrust. Давайте-ка я его остановлю. Вот, еще раз смотрите. Начинаем мы крафтить с 1-го уровня. Когда у вас нет очков опыта, крафтите 1-й уровень до тех пор, пока у вас вот эта шкала не заполнится. То есть, чтобы перейти на 2-й, надо набрать 100 очков. За каждый крафт, по-моему, дают по 10, что ли. Да, по 10. То есть 10 раз вам надо скрафтить, и вы тогда перейдете на 2-й уровень и сможете крафтить уже вот эту вещь 2-го уровня. Вот я на 2-й уровень перешел. Здесь, значит, есть обычный крафт, он не требует мобокса. А здесь есть у нас продвинутый крафт, он уже за мобокс. Но сейчас на альфа-тесте это все снижено, стоит вообще копейки, 0,01 мобокса, очень дешево. Вы все жмете вот сюда Advanced Combine. В чем разница, сразу скажу, что если вот здесь вы жмете за бесплатный комбайн, то очки вам не начисляются. И еще что-то не начисляют. Что еще, Шади, скажи? Очки точно не начисляются, и материалы, по-моему, похуже сыпать. Ну, там больше шансов, да. За мобокс больше шансов выбить что-то редкое. Вот и все, жмете Advanced, Confirm, и все, пошло дело. И вот он сейчас немного времени, там сколько, 2 минуты, и вот у меня такой камень 2-го уровня создастся. Вот, я их уже накрафтил 2-го уровня, видите, 10, 1-го уровня 14, идут все зеленые, ни одного синего или там легендарного не попало. И давайте посмотрим, что мне за них дадут в конце. Вот видите, есть такая табличка. Призы тоже делятся на 2 части. Вот это вот у нас 1-го уровня призы. Видите, тут этот камень, вот это что у нас, я не знаю. Короче, вот эти вот призы все, это 1-го уровня, для них надо всего 2 материала. А вот эти вот призы, это 2-го уровня. Чтобы его скрафтить, нужно уже 4 материала, включая золото. И, соответственно, за них в конце сезона будет байбек. За каждый этот ресурс, который вы накрафтите, вам еще дадут вот по столько мобоксов. Вот смотрите, если редкий, то вот, например, за 1-го уровня 15, а если 10-го уровня, то 42 за каждый редкий. Вот. Да, и это в дополнение к тому, что люди участвуют в рейтинге, там получат, там получат выплаты, и плюс еще получат выплаты за байбек вот этих ресурсов, что они накрафтят. Да. Вот, ну и вот за 2-го уровня, видите, награды совсем уже больше, но там нужно золото. Вот у меня, например, эпиков нет, мне золото придется с рынка покупать, если участвовать вот эти материалы крафтить. Но я еще, если честно, пока не считал, какие из этих материалов выгоднее крафтить. Я крафчу только то, что вот у меня пока есть. Вот этих у меня много кристаллов, красных семей у меня много, я их и крафчу. Давайте посмотрим, да, рейтинг, сразу покажу, коль затронули эту тему. Вот здесь этот рейтинг. Вот видите, я уже 130 очков набрал. Хотя я 2 дня не играл, я только сегодня начал играть, у меня там тоже долго не мог запуститься, только сегодня начал, буквально за несколько часов уже 130 очков набрал. Ну и мне, чтобы попасть в призы, сколько, давайте посмотрим, надо, вот, например, да? Ну, очень даже немного надо. Немного надо.
вот мне надо еще там, допустим, 200 там с копейками очков набрать, и уже я буду в призах. Но 200 очков я наберу, если я там 130 набрал быстро, за несколько часов. Сейчас вот уже не играю сколько времени, вот видео пишем. Ну, короче, вот можно, да, тут в призы попасть. Вот, ну и давайте покажу тоже вот эти продвинутые материалы, где они. Продвинутые материалы, это вот в этой в нижней части они находятся, видите, чтобы его скрафтить, нужно 4 материала уже. Вот видите, и плюс золото, включая золото, да. То есть если вот на эти я 2 использую материала, вот, 2 всего, то там 4 и золото. Дальше что можно делать? Когда вы персонажа своего прокачиваете, можно его вот сюда добавлять, сдавать в аренду, так сказать, да, допустим, чтобы крафтить 2-го уровня вещи, вот здесь, да, нужен персонаж 2-го уровня. Чтобы крафтить 3-го, видите, у меня недоступно, потому что у меня персонаж 2-го уровня, я не могу 3-го, но я могу взять в аренду, вот мне предлагают, да, за процент какой-то, да, то есть вот чувак до 3-го уровня прокачался, я его могу нанять и с помощью его крафтить 3-го уровня шмот. Вот. Также я, если стану там 3-м, или даже сейчас могу на 2-й уровень предлагать свои услуги. Это делается вот здесь. Вот, Entrust заходим и создаем объявление. Правда, вот скажи, Шади, вот это вот что значит? С меня Динмобокс спишут? Ты не в курсе, как это работает? Это, грубо говоря, люди будут выставлять цену, сколько будут стоить их услуги, да, по крафту. То есть это вот я говорю, что если вы используетесь моими услугами, мне 1 мобокс дадут. Один мобокс и 5% от стоимости ресурса. И 5% от стоимости ресурса. Ну вот и все. Я создаю объявление. Единственное, что если мое объявление как бы существует, я сам крафтить не могу. Вот, но поскольку у меня сейчас крафтится, я объявление не создам. И все, если у вас там цену не ломите, то будут брать еще на этом, вы можете дополнительно зарабатывать. Вот вам и продвинутый вариант заработка. И вот почему я думаю, что аватары в будущем нужны, почему я своих все 10 не хочу продавать, потому что я думаю, одного можно будет вот так прокачать, другого чуть по-другому, одного вот так использовать, другого вот так, и отовсюду, в общем, позабирать, получать денежку. Да, и еще один важный, наверное, момент мы пропустили. Момент в том, что вот в этом рейтинге по комбайну да, могут участвовать даже те люди, у которых нету мамошек, потому что они могут зайти на маркет и покупать эти все ресурсы, да. крафтить вещи и участвовать в рейтинге. То есть вполне. И даже вполне могут занять хорошие топовые места, потому что мало кто еще понимает, что нужно делать. Поэтому пока есть возможность, дерзайте. Ну, давай попробуем быстренько просчитать. Да, вот смотри, в прямом эфире, там, допустим, ну вот возьмем тот же самый камень. Да, вот нам, чтобы 1-го уровня камень скрафтить, надо 5 перьев. Нет, это Reels. Давай камень посмотрим. Я уже с камнем просто работал. Вот смотрите, чтобы 1-го уровня камень скрафтить, нам надо 5 перьев и 5 кристаллов. Давайте посчитаем, сколько, если мы на маркете купим. Это нам обойдется дело. Быстренько сейчас прикинем. А вот смотрите, 5 по 0,1. 5 умножить на 0,1. Это 0,5 мобокса. И вот эти вот 0,11. Да, 5 умножить на 0,11. 0,55. То есть нам один крафт так обойдется, сколько? 1,05 мобокса. 1,05 мобокса. А получим мы его, за него компенсацию, да, в конце. Мы получим 0,15, если это будет uncommon, зеленый. 1,5 это уже с плюсом, если это будет синий. И 15, если это будет редкий, то есть мы в плюсе. Вот. И плюс еще лидерборд. Плюс очки рейтинга, лидерборд. Вот, ну, как бы пробовать можно, наверное. Ну, здесь бы еще знать,
частотность, с какой долей вероятности выпадают вот эти редкие Ну, это и вот будет эти только уникальные. уже Да. на следующем Тогда уже сезоне. можно будет точно сказать, выгодно это или нет. Допустим, если бы было здесь какой-то хотя бы процентаж, там, например, 2%, тогда бы мы сейчас уже прикинули, что там из 100 попыток 2 раза вот это выпадет, там взяли бы калькулятор и посчитали. А сейчас Ну, пока сложно. могу сказать только одно, что оно сейчас на данный момент просто рандомно вылетает. Рандомно, а я вот почему-то предполагаю, что чем выше вот уровень у меня, чем выше, да, вот я до второго прокачался, тем больше шанс получить редкого. Не знаю, это мое предположение. Вот у меня, видите, я уже 24 штуки накрафтил, и все зеленые, ни одного синего или фиолетового не было. Ну, буду пробовать дальше, друзья, как получится, поделюсь с вами. Я вот дойду там, наверное, все-таки до 4-го, до 5-го уровня, чуть-чуть мне придется пожертвовать своими доходами, на рынок не понесу материал, но дойду до 5-го уровня, получу, попробую там редкую и какой-то процентаж высчитать, и тогда уже можно будет точно сказать, выгодно это или не выгодно. Вот. Поэтому вот такой вот вам, друзья, продвинутый вариант заработка. Так, давай дальше. Смотри, Шади, вот у меня еще такой вопрос. Ты сказал, что за вот этот вот бокс, который я получил на галерее, его за 6 мобоксов как-то можно что-то с ним сделать. Это вот здесь, я так понимаю, правильно? Да, нажми плюсик. Вот я нажимаю плюсик, вот здесь replace. Replay. И вот они у меня два вот этих чувачка. Вот этого мне дали за вэмбоксы, а вот этого я как раз купил на галере за 6 мобоксов. Но Ой, за тебя... 0,1 BNB я его купил. Вот этот мне что, теперь реплейс ему делать или что? Но он у тебя же не отображается, правильно, в меню? Сейчас давай посмотрим. Вот этот желтенький, да? Посмотрим. Желтенький. А, нету, да, желтенького. Чтобы он появился, короче, мне надо еще 6 мобоксов дать, да? 6 мобок заплатить, и тогда он появится у тебя в аватарках. Ну давай попробуем. Коробку-то я скрыл. Так, ну-ка. Что дадут? Давай посмотрим. Коробку я вот скрыл, да, за 6, по-моему, там. Коробку я бесплатно взял. И все, да? Он теперь у меня появился, да? Теперь он должен там у тебя появиться. Вот он теперь есть, да? Вот там желтая рожица. Или нет, тот, да. Ну все, понятненько. Вот, хорошо, понятненько. Так, что дальше у нас еще? Вот, скажи, когда будет происходить байбек? Тут написано, что по окончанию, то есть, или вот там за день, за 2 до окончания. Я так понял, вот здесь вот кнопочку главное, надо будет нажать, да? Да, когда вы продаете ресурсы на маркете, у вас здесь появляется кнопочка Claim. Вот именно где вот сейчас курсор. Нужно обязательно перед окончанием альфы, когда она будет заканчиваться, да, нажать Claim, потому что если не нажмете Claim, вот эти все ваши боксы просто сгорят. А за ресурсы можно получить байбек только за крафченные ресурсы. То есть желательно все ресурсы, вот эти вот как кожа, перья, жемчуг и так далее, все до конца альфы продать, потому что они тоже сгорят. Выплата будет только за крафт. Вещи, которые в таблице. То есть вот за эти, да, допустим, вот за что, за stone, за камень, вот за это, да? Ну, за камень, ну, за закрафченные ресурсы, да, вот что на комбайне делаете, вот за них будет выплата. Когда эту кнопочку надо нажать? Ну, в смысле, за час до конца, за 2, за 5 минут? Лучше заранее. Когда заранее? У меня вот нет ее сейчас, например, я бы сейчас нажал. Ресурсы есть, а сейчас нет. Когда она появится? Вот смотри, продай что-то, чуть-чуть, например, даже продай. Так, давай вот этих продадим кожу. Да, кожу. Так, вот у нас есть покупатель по минимальной цене. Давай мы ему сразу и продадим 4. Все, закрывай. Все, вот она у меня сейчас появится тут. Нет, что-то... Ну да, sell order прошел.
А ну, закрой, открой. Да, обновить надо. Так. Вот. Вот. Она у Вот. меня здесь в Climb. Появилась Climb. Да. Но это Да, запродано. нужно сделать Climb. Да. Это запроданное. А вот за эти вот мои, когда будет кнопочка За Climb? что? Вот за эти вот материалы. За эти они начислятся сразу на бокс валит. То есть Мобокс выкупит их по той цене, что в таблице, что мы им показывали. Когда Табличку. выкупит? 14 числа в 8 по Гринвичу. А кнопку, ну то есть вот я, условно говоря, сейчас вот эту кнопку жму, и вот эти вот то, что у меня сейчас ресурсы есть, они все уже, Мобокс их выкупит, правильно? Кошелек. Не, это все уже на бокс-валите, на игровом кошельке. А те тоже, они сожгутся и пойдут вам на кошелек в виде выплаты. Просто самое основное, кто именно продает ресурсы, кто именно продажей ресурсов занимается, что им нужно обязательно там забрать свои мбоксы Да. и обязательно продать все свои вот эти наманенные материалы, да, потому что их сожгут безвозвратно. А вот именно эти вещи, что уже на комбайне сделаны, те за те получат именно по байбеку выплаты на игровые кошельки. То есть смотри, еще раз, то есть я вот за вот эти свои материалы, вот сейчас нажал кнопочку Claim, вот за эти материалы я уже получил, получается, награду. Нет. Ты получил сейчас, клейм сделал за то, что ты продал 4 кожи. Ресурсы. Да, 4 кожи. А вот за эти я получу, когда альфа закончится, в конце правильно? сезона, да. Угу. Вот именно эти вещи. Вот сколько у тебя? 14 и 10, и 10. Да, вот этих? Ну вот 24. там вот табличку открой, вот эту табличку с байбеком. По 0,15. Вот. 0,15. На 14, 2 и 1. И что там? 10 плюс 1,8. 3,9 мобокса мне дадут. Вот. Когда альфа закончится, правильно? Но надо будет нажать вот эту кнопку. Нет. Для этого здесь кнопку жать не нужно. Это нужно только для тех, кто занимается продажей. Продажей. Все, понял. А если я вот эти сейчас ресурсы продам на рынке, то мне за них ничего не выплатят. Вот за камень я, например. Ну вот где он у меня. Ну, если кто-то его купит. Только. Вот же есть покупатели, я могу их продать по 0,13, правда, дешевле. Ну вот. Видишь, кто-то по 0,13 покупает, а потом по 0,15 получит с Мобокса. Чтобы потом получить по 0,15, да, просто какой-то хитрый человек сидит. Ну, наверное, кто-то и это продает же так. Ну, скорее всего, да. Понятно. Вот. Ну все, с материалами разобрались. Только так, все понятно. Все, теперь мне понятно. Так, что у меня еще? Вопросы какие? Ну, у меня вроде бы все по Momoverse. Все, скажи, Шади, по Momoverse есть у тебя что добавить еще? Может, что мы забыли из важного? Я думаю, наверное, все, а дальше в воскресенье сделаем тогда стрим, и люди, наверное, зададут вопросы. Вот ты вот это выложишь, они как раз это успеют посмотреть, посмотрят, и я думаю, какие вопросы у них останутся, они зададут, и мы уже будем в прямом потусим, так сказать, в Momoverse. Жалко этого нету. Пивнушки какой-нибудь или бара, чтобы мы все туда как завалились, короче. Понятно. Ну ладно, мы там уже предложение сделали, я думаю, организует такую вещь, там уже предлагали сделать такой паб, типа где будет. Да, паб нужен обязательно, да. Вот, ну и последний у меня вопрос. Шади, расскажи о будущем. Что нас ждет в ближайшем будущем? Это вот, в рамках там до конца апреля. Ну и, скажем, в течение 3 месяцев, что ждет проект вообще? Ну и нас, как старожилов и новичков всех. Ну, могу сказать одно. Сейчас проект максимально занимается Momoverse, максимально занимаются тем, что привлекают новые студии, которые разрабатывают все интереснее и интереснее игры. То есть, так, если в ближайшие 3 месяца брать, то, скорее всего, в ближайшие 3 месяца мы увидим уже полную версию Momoverse, да, то есть законченную,
которая идеально работает, где все получают удовольствие от игры, и все довольны и счастливы. И думаю, в течение этого же срока, это лично мое мнение, я думаю, что и мини-Binance появится уже к этому сроку, и все остальное. Вот. Если брать более длительный срок, то, конечно же, площадка Launchpad. стремится к тому, чтобы открыть свой блокчейн, где будет множество различных игр различного уровня, то есть будет множество студий работать и запускать свои игры уже именно на Мобоксе. Потому что разработчикам всегда трудно найти аудиторию, а у Мобокса она уже готова. Поэтому вот так. Ну, все понятно вроде, друзья. На этом, наверное, будем мы закругляться. Вот, надеюсь, интервью наше получилось интересное, ну, по крайней мере, такое живое. Все мы темы затронули, очень много обсудили, поэтому, как обычно, не забудьте поставить лайк, постучать в колокол, а также пишите комментарии на предстоящий стрим. Анонс мы сделаем обязательно заранее. Ну, все, всем пока.